любого размера и с любой формой ручек на ваше усмотрение. Также поделюсь секретом, небольшой хитростью, как связать сумочку, которая отлично держит форму. Дно не проминается, изделие не вытягивается. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, переходим к работе. Вязать я буду крючком 4 мм. Но нужно определиться с размером изделия. Моя сумочка будет достаточно вместительная. Я нарисовала схему. Основание моего изделия начнется от 46 воздушных петель плюс 1 на подъем. Узор имеет рамку 7 петель с одной стороны, 7 петель с другой стороны. В центре филейный узор с шагом 3 петли. Но так как есть начало и окончание узора, мне нужно количество петель здесь кратное 3 плюс 2 петли, так как узор заканчивается началом другого узора. Получается 32 петли на центр плюс 14 петель, искомые 46 петель. Набираю сейчас 47 с петлей подъема. Первая петля. И далее воздушных в нужном количестве. Готово. Основание у меня получилось около 35 сантиметров. Теперь одна петля уходит на петлю подъема. Столбики в первом ряду провязываю в заднюю перемычку, пропускаю первую точку, вставляю крючок во вторую и провязываю столбик без накида. Не вытягиваю сильно петли. Рафия очень просто вяжется, но совсем не тянется. Для того, чтобы полотно было ровное, нужно стараться провязывать каждую следующую петлю с тем же натяжением нити, что и предыдущую. Не растягиваю итоговую петлю на крючке, так как она формирует кромочную точку на следующий ряд. В нее будет провязываться столбик следующего ряда. Чтобы по полотну не было больших видимых отверстий, делаю ее достаточно компактную. Так у меня в первом ряду 46 столбиков. Вяжу до конца ряда. Для основания таких рядов необходимо провязать около 6. В конце ряда подъемная воздушная петля, переворачиваю вязание, столбики без накида буду провязывать за обе дужки кромочной косы. Точно так же. Не вытягиваю нить сильно и не затуживаю тоже ее сильно. Стараюсь вязать с одним натяжением нити, одинаковой высоты столбики. Ряды туда-обратно, туда-обратно. В каждом ряду 46 столбиков. У меня провязано 6 рядов, около 5 сантиметров. Ширина заготовки 33 сантиметра. Я сейчас маркирую 7-ю точку, как и планировала. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. С одной и с другой стороны соответственно 3, 4, 5, 6, 7. От этих точек по центру у меня будет воздушный узор. Вяжу столбики без накида до маркера включительно. Удаляю маркер. Сюда провязываю последний столбик. Далее буду формировать цепочки из воздушных петель по 3 звена. Первое, второе, третье. Закрепляюсь в 3-ю точку. Первая, вторая, 3-я точка. Закрепляться буду соединительной. Подтягиваю максимально к полотну крючок и вытягиваю рабочую нить. Готово. Снова 3 воздушные. Первая, вторая, третья. Первая, вторая, третья точка. Подтягиваю, соединительная. Получаются такие аккуратные чешуйки.
Так вяжу до следующего маркера. Я завершаю вязать воздушный узор. Точно так же последние 1, 2, 3. Удаляю маркер, и это одновременно третья точка. Провязываю сюда не соединительную, а уже первый столбик без накида, окончание ряда. Здесь у меня точно так же, как и в начале, 7 столбиков. Первый провязан, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Конец ряда, петля подъема. Переворачиваю полотно. Здесь будут сохраняться по 7 столбиков. Нужно это контролировать. Вяжу 7 столбиков начала обратного ряда. И сейчас покажу, как я буду поступать в обратном ряду по воздушному узору. Ряд лицевой и ряд изнаночный будут просто чередоваться. 6 столбиков. Последний 7 столбик приходится в крепление воздушного узора. Готово. Теперь одна воздушная. И сразу закрепляюсь в эту ячейку. Ввожу крючок под арку. Плотно подхватываю рабочую нить и протягиваю соединительную. Готово. 3 воздушные. 1, 2, 3. Снова крючок под арку, подтягиваю и закрепляюсь на соединительную. Здесь, чтобы петли крепились и не разболтались, достаточно компактно. Натягиваю рабочую нить и снова 1, 2, 3 воздушные. Здесь все то же самое, отличие только начало ряда. Он начался с 1 воздушной. Закрепляюсь в арку и так далее. У меня в первом ряду получилось 11 арок. Во втором ряду, так как они пошли в шахматном порядке, их будет 10. Последняя точка. Закрепляюсь на воздушную. И точно так же, как и в начале ряда, здесь 1 воздушная и сразу первый столбик бокового узора. Столбик без накида. Напоминаю, у меня по 7 столбиков с каждой стороны, из ряда в ряд. Теперь все повторяется. Вяжу необходимое количество рядов. По сути, это глубина моего изделия. Я провязала 21 ряд с узором. Вместе с начальными 6 получается 27 рядов. Это 21 сантиметр. Петля подъема. Переворачиваю полотно. У меня уже этого достаточно. Далее пойдут вязаные ручки. Они немного утоплены в полотно. Я переворачиваю вязание. И сейчас прохожусь столбиками без накида во все точки, чтобы выйти на то же самое количество петель, которое было в начале. Там, где у меня провязаны по 7 столбиков, я провязываю точно так же 7 столбиков без накида. 6 и 7. Далее под арки по 3 столбика. 1, 2, 3. Следующая арка. 1, 2, 3. Так завершаю ряд. Я прикладываю ручку к основанию заготовки и с запасом на обвязку для ручки и на обвязку края устанавливаю маркеры.
То есть вот в этих точках у меня пойдет скос под ручку с одной и с другой стороны. Петля подъема, переворачиваю вязание и вяжу столбики без накида до маркера. В маркированную точку провязываю последний столбик. Маркер можно удалить. Петля подъема, переворачиваю вязание. Сейчас вяжу отдельно левую, потом правую часть. Здесь мне нужно провязать вместе 3 петли. Первая, вторая, третья. Вместе. Далее до конца ряда. Переворачиваю вязание, вяжу столбики без накида в точке без убавлений. То есть убавки делаю через ряд, но убавляю в начале ряда сразу 3 петли вместе. Вот она, последняя точка. В нее провязываю последний столбик. Петля подъема, переворачиваю. И здесь снова первая петля, вторая, третья. Их вместе. Так у меня получается покатый край. Он уходит в бок с необходимым углом для круглой ручки. Здесь обвязкой я выровняю этот угол. Если форма ручек прямоугольник или квадрат, соответственно, убавление делать не нужно. Ну и смотрите, можно убавить 2 петли, в этом случае 3, на круглой ручке идеально подходит. Если скос ручки более мягкий, убавляйте 1 или 2 петли. И у меня последний ряд убавлений, так как здесь уже 5 рядов. Здесь у меня в начале было провязано 6 рядов, здесь я тоже должна провязать 6 рядов. Поэтому делаю убавление в начале ряда, провязываю 3 петли вместе. И заканчиваю ряд. Отрезаю нить с небольшим запасом, край вяжется в полотно и вытягиваю этот край полностью. Здесь у меня ряд начинался с обратного, с изнаночного ряда, соответственно, здесь я должна перевернуть и начать тоже с изнанки. Удаляю маркер, вставляю в маркированную точку крючок и формирую первую петлю. Это зеркальная сторона. Поэтому убавки я здесь буду делать не в начале, а в конце ряда. Вяжу столбики без накида до крайней точки. Потом переворачиваю вязание и вяжу обратный ряд, не довязывая до конца ряда 3 петли. Здесь остается последние 3 точки. И также провязываю их вместе, для того, чтобы сделать симметричное убавление. Петля подъема, ряды также чередуются. Вяжу ряд с убавками, ряд без убавок. Точно так же 6 рядов. У меня последние 3 петли 6-го ряда, и я провязываю их вместе. И здесь же сейчас, не прерывая нити, перехожу на обвязку по периметру. Напротив каждого ряда поперечного я создаю 1 петлю. Напротив каждой петли, соответственно, провязываю тоже 1 петлю. В углах я делаю добавление. Вот здесь сейчас угол. Мне нужно в одну точку для поворота провязать сразу 3 петли. Вторая и третья. Готово. Плавный поворот. Далее напротив ряда еще 1 петля. И напротив следующего ряда еще 1 петля. Так перехожу
петля за петлей, обвязывая весь край. Здесь в угловой точке я параллельно ввязываю прерванную нить. И еще раз напоминаю, что в угол я провязываю сразу 3 столбика для гармоничного поворота. Подтягиваю нить и направляю ее в полотно. Второй и третий столбик. Здесь за счет обвязки высота края увеличилась на 1 ряд. Соответственно, обвязка должна завершиться в этой точке. Продолжаю по этой и этой стороне то же самое. Формировать столбики напротив каждого ряда. На этом этапе у меня закончился второй моток. Соединение я делаю с помощью обычного канцелярского клея, расправив края рафии с небольшим зазором, достаточно сантиметра, соединяю их и придаю нити тот же вид, который был и до. Продолжаю обвязку. У меня завершилась обвязка, укорачиваю нить, вытягиваю ее полностью и делаю соединение, которое закольцует обвязку. Вставляю нить в первую кромочную косу, увожу наизнанку и возвращаю в ту точку, откуда она вышла, тоже наизнанку. Можно спрятать ее в полотно или впоследствии ввязать при привязывании ручек. Эту деталь я хорошенько отпариваю, придаю ей идеальную форму по углам, по пройме и по центральному узору. И вяжу точно такую же вторую. Первые 2 детали готовы. Я отпарила заготовки с помощью утюга с функцией пар через хлопчатобумажную ткань, не прижимая подошву сильно к заготовкам, для того, чтобы рафия не была помятой. На данном этапе заготовки одинаковые, они хорошо просохли и остыли. Высота заготовок 30 сантиметров, ширина 32 сантиметра. Мне сейчас нужно просчитать точки, которые совпадут по донышку. Угловую точку не считаю. Все последующие, каждую кромочную косу пересчитываю здесь по повороту, по дну и по противоположной боковой части. Угловую точку точно так же не считаю, они добавятся за счет обвязки донышка. У меня получилось 118 петель, и сейчас я перехожу к вязанию дна. Я набрасываю нить на крючок и создаю первую петлю. Мне нужно набрать 14 воздушных петель. Ширина моего дна будет 13 столбиков. Один столбик уходит на столбик подъема. Теперь по аналогии с вязанием первых деталей, как я вязала ряды, туда-обратно. Пропускаю петлю подъема, в заднюю перемычку вставляю крючок и провязываю столбик без накида. Так в ряду у меня получится 13 столбиков. Первый ряд готов. Здесь все то же самое. Петля подъема, переворачиваю вязание и вязать буду за обе дужки кромочной косы, столбики без накида. Обратный ряд точно так же 13 столбиков. Так навязываю туда-обратно, 118 рядов. Напоминаю, количество рядов я высчитала, просчитав кромочные петли по 3 сторонам моей заготовки. Я провязала 114 рядов вместо 118, которые планировала.
потому что столкнулась с небольшой погрешностью. Моя заготовка почти 90 сантиметров в длину и 8 в ширину. Обращаю ваше внимание, можно примерить донышко к основным деталям. Здесь идет полное совпадение, напротив одного ряда расположен другой. В угловой точке донышко переходит на нижнюю часть, где ширина столбиков меньше высоты ряда, поэтому здесь будет рядов меньше, чем в ряду столбиков. Отсюда погрешность. И с этой стороны точно так же все совпадает ряд в ряд. Беру в расчет, что еще один ряд появится здесь и здесь за счет обвязки. Не прерывая нити, я перехожу к укреплению донышка. Укреплять буду с помощью пластиковой канвы. У моей канвы размер ячеек 4-5 мм, как заявлено у продавца. Заказать ее можно точно так же. На Валберес она продается листами разного размера. Я уже подготовила формы, которые соответствуют размеру донышка, она у меня подлиннее, и боковым стенкам. Здесь и здесь. Обращаю ваше внимание, что ширина совпадает с количеством столбиков. Напоминаю, у меня 13 столбиков в ряд, и поэтому 13 ячеек по канве. А здесь я просто делала по меркам, так как высота столбика не совпадает с размером ячейки. Сейчас я соединяю между собой 3 детали канвы и перехожу к обвязке донышка вместе с укреплением. Я взяла крючок потоньше, в моем случае 3,5 мм. И сейчас обвязываю короткие стороны прямоугольных заготовок. Закрепляюсь. И столбиками без накидов каждую ячейку провязываю по одному столбику. С этой стороны, не прерывая нити, сразу соединяю 2 детали. Вставляю крючок в кромочную точку, подхватываю петлю. И теперь поочередно. Здесь полупетля, рабочая нить и провязываю соединительную. Снова здесь полупетля и соединительная. Край нити впоследствии свяжутся в полотно. Закрепляю их узелком. Убираю в сторону заготовки. И сейчас соединяю донышко с моей основой с помощью обвязки. Здесь переворачиваю полотно и следующим рядом сразу прохожусь и по заготовке, и по канве. Столбик без накида. Снова точка, столбик. Так продолжаю по этой стороне, потом перехожу на обвязку края. Угловая точка, первый столбик, второй, третий. Здесь, соответственно, напротив каждого ряда я вставляю крючок. По канве прохожу в текущую точку. Еще раз напоминаю, отверстия по канве не совпадают с расстоянием между рядами, поэтому я не натягиваю деталь, не пытаюсь поместить количество отверстий в количество рядов, а вставляю крючок по связанной детали, и где он выходит по канве, там и формирую столбик без накида. Вот кое-где это будут отверстия подряд, кое-где будет отверстие пропускаться. Так привязываю всю деталь полностью. Я в угловой точке, и здесь у меня участок, где нет канвы, его точно так же прохожу обвязкой и заодно ввязываю
нити, которые у меня остались после шва. Не пропускаю точки. Эта часть сформирует угол, она гибкая. С этой стороны я закрепила для удобства ряд канве, просчитав ряды, которые у меня пошли на эту сторону. То есть здесь у меня все ровно совпадает. Здесь не хватает одного ряда. И донышко тоже без натяжения привяжется к канве обвязкой. Последнюю угловую точку я также провязала 3 столбика. Не прерываю нить, так как единой нитью донышко соединится вместе с основными деталями и ручками. И сейчас перейду к обвязке ручек. На ручках мне необходимо образовать ровно столько же петель, сколько от угла до угла, где я их уже маркировала. У меня 32 петли на одной детали и 32 петли на другой детали. Использую крючок 4 мм, чтобы размер петель был одинаковый. Беру ручку. Здесь крючок у меня будет статично зафиксирован. А нить я буду набрасывать на крючок. Фиксирую край начала и возвращаю нить наверх для того, чтобы провязать первую петлю. Готово. Снова подтягиваю нити. И продолжаю. Снова нить, набрасываю, возвращаю, провязываю. Набрасываю, возвращаю, провязываю. Чтобы нить аккуратно ложилась по ручке, набрасываю его от дальнего края крючка на передний край крючка и снова провязываю. Здесь образуется кромочная коса. Вот сейчас их 3, в общей сложности мне нужно их 32, как от маркера до маркера. Готово. Вытягиваю нить. Раскладываю детали удобно, чтобы все было видно. И начинаю пришивание. Здесь у меня проходит ряд обвязки. Меняю крючок на более удобный. Обвязка будет в обе дужки кромочной косы соединительными петлями. Иду до следующего угла, где начинается шов между деталями. Здесь сейчас подхватываю угловую петлю первой детали, второй детали, вынимаю рабочую нить и провязываю соединительную. Теперь у меня одна деталь накладывается на другую за обе дужки кромочной косы, здесь, здесь и соединительная. По сути, мягкая деталь без каркаса наложена на твердую деталь. Шов идет по лицу. Соединительные стежки оказываются на лицевой части. Так продолжаю точка в точку. Для удобства можно закрепить углы. Следующим образом. Здесь у меня количество рядов соответствует. Я закрепляю маркер в угловую точку здесь и, соответственно, здесь. И с этой стороны то же самое. Когда пришиваю донышко, я помню, что точек по мягкой части больше, чем по жесткой. Поэтому по донышку некоторые кромочные косы при пришивании я пропущу. Продолжаю соединительные стежки. Вставляю в текущие точки, но в какой-то момент, так как здесь по верхней части их больше, мне нужно будет 2 раза вставить
в нижней точке. Вот сейчас вставляю туда же еще раз. Далее выравниваюсь. Деталь полностью вшита, я в угловой точке и перехожу на обвязку края соединительными стежками. Вставляю крючок за обе дужки кромочной косы. Удаляю маркер, прикладываю ручку и здесь точка в точку. Сверху оказывается ручка. Первая петля ручки, первая петля по ходу следования. Подхватываю петли за обе дужки кромочной косы и продолжаю соединительные. Еще раз, петля по ручке, петля по полотну и соединительная. Отрезаю нить с небольшим запасом, вытягиваю ее полностью и делаю соединение. Здесь есть такой же стежок обвязки, который заходил на пришивание деталей, и увожу эту нить на изнанку в исходную петлю, где можно будет спрятать ее с помощью иглы. Готово. То же самое делаю и с противоположной стороной. Обращаю ваше внимание, что обвязку нужно начать с этой точки. То есть сначала здесь соединительными по краю, потом перехожу на пришивание. Закончится обвязка после пришивания ручки в этой точке. Сумка получилась вместительная, очень легкая и прочная. На изделие в моем размере ушло 7 с небольшим мотков рафии. Остатка хватит для того, чтобы облагородить внутреннюю часть пластиковой канвы. Но это нужно сделать до вшивания дна в изделие. Я не стала декорировать канву, так как планирую подкладку. Итоговые размеры моей сумки 34 сантиметра по основанию, 29 сантиметров глубина, донышко 10 сантиметров. Мне очень нравится сочетание натурального цвета пряжи и фурнитуры. Еще раз повторюсь, что по этому видеоуроку можно связать изделие любого размера. На малышку справа у меня ушло ровно 4 мотка пряжи. Ее размеры 22 сантиметра по основанию, 21 сантиметр глубина и 8 сантиметров ширина дна. Здесь прекрасно смотрятся шестигранные ручки. Также прекрасным дополнением будут прямоугольные ручки разной формы. Все необходимые ссылки я оставляю в описании под этим роликом. Также там оставлю подробности по пряже и размерам готовых изделий. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!